Детвора уткнулась носами в окна коридора, провожая завистливыми взглядами везунчика Кольку. Сегодня за ним пришли мама и папа. Сколько раз Эмилия наблюдала эту картину, но все никак не могла привыкнуть. Ирина Сергеевна, когда первый раз увидела, что нянечка вот-вот слезами разродится, так на нее глянула, что Эмилия даже закашлялась. «Не смей плакать, ни в коем случае!» Отчитывала она молодую женщину в своем кабинете. Они все видят, понимают, что далеко не за каждым придут родители. Заведующая кипятилась. Она жила под властным ей детдомом, жила детьми. И хоть казалась строгой, но всем сердцем любила этих, обделенных судьбой детей. «Простите, больше не буду», – прошептала Эмилия и вышла. Малышня уже разошлась, и только 6-летний Леня, устроившись на подоконнике, продолжал глядеть в окно. Женское сердце предательски сжалось при виде этого худенького, смешного паухого мальчишки с рыжими волосами. Ленька отличался от остальных. Он никогда не носился с улюлюканьем по коридору, никогда не участвовал в коллективном баловстве. Сверстники его недолюбливали и часто дразнили. «Ленька, мокрые штаны!» В 6 лет мальчик все еще писался по ночам в кровать. Леня с грустными глазами усаживался на деревянный стульчик около окошка и наблюдал за ваттагой смеющихся ребят. Иногда на его конопатом лице вспыхивала мимолетная улыбка, но усилием воли он ее прогонял, боясь, что одногруппники вдруг увидят и снова начнут смеяться над ним. Что творилось у ребенка в голове, для всех оставалось загадкой. «А ты чего в спальню не идешь?» – поинтересовалась Эмилия, подойдя к мальчику. Он поднял на нее свои белесые, переполненные вселенской печалью глаза и молча пожал плечиками. Эмилия с силой сжала зубы, желая отогнать непрошенные слезы. «Давай, я тебя отведу». Она улыбнулась мальчику. «Знаешь, Милечка, Колю вот забрали сегодня, а Валька хвастается, что за ней тоже скоро родители придут. Правда?» «Правда», — с трудом выдохнула Эмилия. Она всегда, слыша от Лени такую интерпретацию своего имени, придуманную им самим, ощущала, как потоки нежности буквально затапливают ее душу. «А за мной никогда не придут мама и папа», – произнес Леня, спрыгнув с подоконника. Это был удар под дых. «Почему ты так думаешь?» – быстро заговорила женщина, присев на корточки около рыжего малыша. «Я рыжий, конопатый и некрасивый». Мальчик попытался улыбнуться, показав отсутствие 2 передних зубов. «Не говори глупости, Ленечка, ты...» «Милечка, не надо!» – перебил ее ребенок. «Я уже взрослый и все понимаю. Все хотят красивых детей, а я рыжий и по ночам в кровать». Мальчик медленно побрел в спальню, оставив Эмилию в полном замешательстве. «Ирина Сергеевна, я хочу усыновить Леню». С этими словами на следующее утро Эмилия ворвалась в кабинет заведующей. «Закрой дверь и не кричи на весь детский дом», – строго приказала Ирина Сергеевна. «Присядь», – указала она Эмилии на стул и нервно закурила. «Успокойся». Заведующая выпустила сизовую струйку дыма. «Успокоилась? Теперь говори». «Я хочу усыновить Леньку», – выдохнула Эмилия. Этот конопатый ушастик с первой встречи запал в душу Эмилии. 3 месяца она работала в детдоме и каждый раз, уходя на выходные, чувствовала какое-то странное душевное томление по мальчишке. «Усыновить хочешь? Молодец!» Ирина Сергеевна сверлила строгим взглядом девушку. «Ты хоть понимаешь, что это такое?» «Понимаю». Эмилия приосанилась. Понимает она. Насмотрелась, нажалелась. Думаешь, легко чужого ребенка любить?
Они все со своим характером, со своими генами. А гены эти потом как выдадут тебе или наркомана, или пьяницу, а обратно уже не вернешь. Но ведь люди забирают детей. Забирают. Заведующая затушила окурок в пепельнице. А кто знает, как они там справляются. Может, они жалеют потом. Только вот ребенок – это вам не товар из магазина. Обмену и возврату не подлежит. Ирина Сергеевна, Эмилия вскочила со стула. А почему вы меня пугаете? Я решила, и никто меня не убедит в обратном. Ну ладно, а почему ты выбрала Леню? Он не совсем здоров, по ночам писается. Да и внешне... Что внешне? Эмилия округлила глаза. Ну, рыжий, лопоухий. Заведующая улыбнулась одними уголками губ. Он самый лучший. Понимаете, он какой-то родной. А рыжий? Мне нравятся рыжие. Вот так. Ну, допустим, все так. А муж у тебя есть? Ты же знаешь, что детей мы отдаем только в полные семьи. Эмилия опешила, замолчала. Она уже буквально ощутила, как рушится ее рыжая мечта. То-то и оно. Вот выйдешь замуж, тогда и поговорим. А сейчас нет смысла продолжать этот бестолковый разговор. Вот и выйду, и тогда вы мне не сможете отказать. Эмилия так быстро выскочила из кабинета заведующей, что даже не успела заметить, с какой добротой Ирина Сергеевна улыбается ей вслед. Замуж, замуж, надо выйти замуж. Эта мысль не покидала девушку целый день. Мысли – это хорошо, но как их воплотить в жизнь – другой вопрос. С женихами у Эмилии как-то не складывалось, несмотря на все ее достоинства. Вроде бы и внешностью природа не обделила, да и характер мягкий. А вот с кавалерами полный конфуз. Боялись они ее, что ли? Угадывались в ее облике чистота и скромность тургеневских героинь. Для современных мужчин это оказалось непреодолимым барьером в отношениях. К своему 30-летию Эмилия приближалась, имея в арсенале 2 коротких по времени и неудачных по сути своей романа. Сейчас подойду к первому встречному и попрошу его на мне жениться. Все объясню. Брак-то ведь для видимости мне нужен. Он согласится. Я Леньку усыновлю, а потом разведемся. Но если денег попросит, это, конечно, проблема. Ладно, одолжу у кого-то. Фантазировала молодая женщина, поджидая автобус, но и попутно разглядывала рядом стоящих представителей сильного пола. Совсем с ума сошла. Мне надо Леньку забрать поскорее, а я о мужиках думаю. Мысли о Лене снова вызвали душевную бурю. И тут, как раскат грома в бурю, ей в голову пришла идея. Вернее, кандидатура предполагаемого мужа. Около своего подъезда затормозила, чтобы отдышаться и выстроить в логическую цепочку все слова, которые во время бега безжалостно перемешались в голове. Остановилась около нужной двери на первом этаже и вдруг ощутила, как страх со стыдом все сильнее берут над ней власть. Чтобы не передумать, резко нажала кнопку звонка и поняла – обратного пути нет. Ноги подкашивались, сердце отдавало стуком в горле, а по спине стекала предательская струйка ледяного пота. «Я вас слушаю», – произнес открывший дверь мужчина, увидев перед собой незнакомую молодую женщину. Эмилия молчала, широко открыв глаза и глупо уставившись на мужчину. Ее молчание затягивалось. Ошиблись квартирой? Хозяин жилья, наклонив голову, слегка улыбнулся странной гостье. Женщина, подавившись страхом, лишившим ее речи, отрицательно покачала головой. Из прически выбилась прядь волос, и Эмилия резко заправила ее за ухо. «Значит, вы ко мне пришли». Мужчина открыто улыбался,
не понимая абсолютно ничего из происходящего. В этот раз Эмилия согласно кивнула. «Тогда проходите». Он, кашлянув, желая скрыть смех, и жестом пригласил девушку в квартиру. Оказавшись внутри, Эмилия почувствовала, что оставшиеся силы и последние капли здравого смысла покидают ее. Боясь рухнуть в обморок, она на одном дыхании выпалила скороговоркой: «Женитесь на мне, пожалуйста. Мне очень надо усыновить Леньку из детдома, а там только семейным парам детей дают. Вот». Мужчина, которому оказалось меньше лет, чем предполагала Эмилия, лет около 40, почесал голову и сделал весьма удивленное лицо. «Да, интересный поворот событий. А с чего вы решили, что я холостяк, мечтающий обзавестись второй половинкой? Соседки говорят, когда вы в нашем подъезде поселились, они только о вас и твердят, что вы завидный жених». Эмилия прикусила губу, сообразив, что взболтнула глупость. «Вот как?» – мужчина громко засмеялся. «А вам, значит, нужен именно завидный жених?» «Ничего смешного», – резко ответила девушка. Эмилия пришла в себя, желание усыновить Леню возвысилось над женской гордостью, и она решила идти до победного конца. «Простите», хозяин квартиры ретировался. «Просто не каждый день ко мне в дом приходят чудесные красотки с предложением руки и сердца. Я не чудесная красотка. Я просто хочу забрать ребенка. Он такой маленький, рыжий. Ленька самый лучший. Он нежный, тихий. Его обижают все. Он писает в кровать. Он считает себя некрасивым. Он лопоухий. И я его очень люблю. А если вы не хотите мне помочь, то не морочьте мне голову». Произнеся весь этот монолог речитативом, Эмилия выдохлась и отступила на шаг, вдруг явственно разглядев чудовищную нелепость ситуации. «Простите, я пойду». Она опустила голову и повернулась в сторону двери. «Нет уж, уважаемая, ввели меня тут в замешательство, а теперь хотите сбежать? Не выйдет. Проходите. Придется рассказать все по порядку». «Егор», — представился хозяин квартиры, наливая в чашку ароматный, только что сваренный кофе и одновременно внимательно, с нескрываемой улыбкой, рассматривая необычную гостью. «Эмилия». Девушка стушевалась под взглядом мужчины. «Необычное имя. Впрочем, я, кажется, понял. У вас все необычное. И красота, и имя, и просьба». Эмилия застеснялась еще больше, но тут же, вспомнив о цели своего визита, распрямила спину и почти с вызовом произнесла: «Комплименты в данной ситуации неуместны. У меня к вам сугубо деловое предложение». «Вот как?» Егор засмеялся, уже даже не пытаясь скрыть своего веселья. «Не смешно», — покраснела молодая женщина. «Простите», — серьезно сказал хозяин. «Я вас внимательно слушаю». Эмилия от волнения начала сбивчиво рассказывать о своей задумке. Неожиданно она ощутила на своей руке мужскую ладонь. «Эмилия, вам надо успокоиться. Пока что я ничего не понимаю из вашего сумбурного рассказа». Почему-то в этот момент, взглянув в мужские, полные теплоты и понимания глаза, у девушки сформировалась мысль: все будет хорошо. Она даже растерялась, улыбнулась и почувствовала себя счастливой, получив в ответ улыбку Егора. Дальше был длинный и откровенный разговор. Мужчина внимательно слушал, задавал сопутствующие вопросы, и чем больше они говорили, тем спокойнее становилась Эмилия. «Хорошо, я женюсь на вас, хоть это и самое необычное приключение в моей жизни. Так сказать, помогу вам в достижении вашей благородной цели, а там посмотрим». «Что посмотрим?» – испугалась девушка. «Посмотрим, что будем со всем этим делать. А сейчас идемте.
я вас провожу домой. А я тут живу, в этом подъезде, на 5-м этаже. Эмилия пожала плечами от смущения. Вот оно как. Значит, вы меня уже давно присмотрели для своих целей? Егор рассмеялся. Странно, но Эмилии совсем не было обидно, услышав такие слова. Я не присматривала, просто сразу о вас вспомнила, когда поговорила с заведующей детдома. Честно призналась девушка. Ладно, какая разница? У нас с вами благая цель, значит, не будем обращать внимания на всякие мелочи. У нас с вами? Эмилия округлила глаза. А как вы думали? Я теперь ваш соучастник. Значит, как договорились, завтра встречаемся около ЗАГСа в 13 часов. Эмилия согласно кивнула, чувствуя, как лицо залилось румянцем. Воодушевленная произошедшим, она взлетела на 5-й этаж на одном дыхании, заскочила в квартиру, скинула пальто, швырнула на полку шапку и с разбегу плюхнулась на кровать, заорав от счастья во все горло. Она уже представляла, как Ленька будет ходить по ее квартире, тихонечко улыбаясь и светясь счастьем. Когда на следующий день, невыспавшаяся и совершенно обессилевшаяся от волнения Эмилия подходила к ЗАГСу, Егор уже ее ожидал с букетом роз. Он, хитро улыбаясь, приветственно помахал ей. Как они расписывались, что им говорила женщина, пока они ставили свои подписи, как Егор шутил, всего этого Эмилия не помнила абсолютно и не понимала, как он смог это провернуть за один день. В памяти запечатлелся только его легкий поцелуй. «Ну вот, дорогая жена, поздравляю тебя», — улыбнулся Егор, протягивая девушке свидетельство о браке. Эмилия даже не удивилась резкому переходу на «ты». Настолько естественно ей все это показалось. «Спасибо большое, Егор». Эмилия восхитительно улыбнулась, даже не подозревая, насколько она красива в этот момент. «Эмилия, возьми перечень всех необходимых документов для усыновления. Я помогу их оформить. Я сама совсем справлюсь», — на одном дыхании произнесла девушка. «Не справишься. Это нелегкое дело. Моя сестра 5 лет назад усыновила мальчика, так что я знаком со всеми радостями этого процесса». «Спасибо». Эмилия улыбнулась и ощутила, как счастье заполняет всю ее без остатка. Егор подвез ее на работу, на прощание мягко улыбнулся, подмигнул, вызвав у девушки целую бурю эмоций. «Вечером заеду за тобой», — произнес Егор и, заметив вспыхнувшие возражения в глазах девушки, тут же добавил, без обсуждений. «Ирина Сергеевна, я вышел замуж, и мы с мужем хотим усыновить Леню», — восторженно произнесла Эмилия, войдя в кабинет заведующей. «Однако», — улыбнулась Ирина Сергеевна, — «когда же ты успела?» «Только что. Вот». Она протянула женщине еще горяченькое свидетельство о браке. Ирина Сергеевна пробежала глазами по документу и, почему-то пряча глаза, странным наполненными слезами голосом сказала: «А ведь я в тебе ни на секунду не сомневалась. Готовь документы. Чем могу, помогу. Только Леньке пока ничего не говори. Не стоит ребенка раньше времени волновать». Ну а дальше все затянулось на несколько месяцев. Школа опекунов, справки, инстанции. Самым трудным для Эмилии оказалось держать все в секрете от Леньки. Каждый раз, обнимая лопоухого Рыжика, ей хотелось прошептать ему на ушко, что скоро она заберет его домой. Насовсем. Егор, он оказался настоящим мужчиной. Эмилия боялась себе признаться, что влюбилась, окончательно и бесповоротно. Но еще больше она боялась своего понимания, что и Егор к ней совсем неравнодушен. Она все чаще ловила на себе заинтересованный взгляд его хитрых глаз. Все неохотнее он отпускал ее домой, все крепче держал за руку.
Наконец-то все документы были собраны. Можно было забирать Леню. «За Леней мы поедем вместе», — серьезно произнес Егор. «Спасибо», — ответила Эмилия и, не ожидая от себя подобной выходки, прижалась к Егору. «А сегодня мы перевезем твои вещи ко мне. Пора становиться настоящей семьей. Леньке нужны любящие родители». Егор нежно обхватил девушку за плечи. Эмилия, продолжая прижиматься, счастливо заулыбалась. «Хорошо», — выдохнула она. Воспитательница подошла к Лене и сказала, что за ним пришли родители. Мальчик растерялся, наморщил лоб и очень по-взрослому произнес: «Я рыжий и некрасивый, таких не любят». «Любят», — улыбнулась воспитательница. Ленька заволновался и даже расстроился. Уже 2 дня на работе не было его любимой Милечки. А вдруг его заберут, и она даже не узнает об этом? «Я не пойду», — почти плача сказал мальчик. «Я Милечку люблю». «Пойдем, пойдем», — засмеялась воспитательница. «За тобой твоя Милечка пришла». «Милечка?» — ребенок сглотнул. Он бежал по коридору и счастливо кричал: «Милечка, Милечка!» Резко затормозил около Эмилии и Егора, поднял полные недоумения глаза на взрослых и часто-часто моргая спросил: «Ты меня забираешь надолго, Милечка?» «Мы с папой забираем тебя насовсем», еле сдерживая слезы радости, ответила Эмилия. Егор присел рядом с малышом, улыбнулся, погладил рыжие волосики и произнес: «Собирайся, поехали домой. Нам надо с тобой еще кровать тебе смастерить. Ты мне поможешь?» «Конечно», — выдохнул ребенок. «А ты, правда, мой папа?» «Правда», — улыбнулся Егор. «А Милечка?» «А Милечка, мама», — продолжил объяснение мужчина, чувствуя, как его сердце сжимается от восторженного взгляда рыжего ушастика. «Я догадывался, что Милечка моя мама, а вот что ты мой папа, я и сам недавно узнал». Егор счастливо засмеялся и взял мальчика на руки. «Ну что, беги, собирайся. Мама по дороге тебе расскажет интересную историю обо мне». Рыжий и красивый Ленька радостно обнял своих маму и папу, до сих пор не верил в происходящее. А зря, счастье есть, мечты сбываются. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.